Hello, Leute, в смысле привет, народ, привет, аудиотитаны, ищущие святой грааль звука. Я к вам тоже отношусь, и вот сегодня этим видео я открываю 4-й сезон колонок построения для себя любимого по своему заказу. Первые 3 сезона были посвящены тоже какой-то конструкции на интересных для меня компонентах и под мои персональные требования. Равно как и этот сезон будет посвящен уже двухполосной системе, уже более демократичной, которую каждый из вас в принципе может себе построить, но это вовсе не значит, что это нужно вам делать. Я просто вас ознакомливаю с принципами, которыми руководствуюсь при построении такой системы. Так вот, Монокор я уже анонсировал, предоставил мне вот эти твиттеры DT300, напомню. Также я располагаю басовиками CIS, CIS 6,5 дюймов, на которых уже делал в, по-моему, 3-м сезоне или в первом сезоне колоночки. Ссылки здесь будут, в описании тоже будут на все 3 сезона, для того, чтобы вы могли вернуться и какой-то понравившийся из них могли бы его рассмотреть. Итак, давайте я вас начну знакомить с компонентами, которые будут участвовать в сегодняшнем видео. А его я посвящу конкретно все-таки Твиттеру, потому что есть что сказать. Несмотря на тысячи рецензий, отзывов и обзоров, все равно мне есть что об этом сказать, дорогие друзья. Перед тем, как начать повествование, посмотрите на дизайн, который я предлагаю оформить эту двухполосную систему. Понятно, что ящик с басовым динамиком использовался мною уже в, как я говорил, 1-м сезоне. Твиттерочек я оформил, немножко покрасил, поставил сверху, для того, чтобы можно было его использовать и в последующих конструкциях. Эта же конструкция, чем интересна, мы рассмотрим отдельно все вместе. Сегодня мы рассмотрим Твиттер, потом будем рассматривать басовик с корпусом и сшивкой этих компонент с помощью кроссовера, который тоже на ваших глазах я создам. Ну а пока посмотрим на Твиттер. Вот так вот он выглядит. Ничего дизайн, правда? Ну, я покрасил специально в яркий цвет, называется он неон, для того, чтобы, в общем, привлечь ваше внимание. Для того, чтобы конструкция не была скучной, потому что первые 3 сезона я делал всего в ящиках не окрашенных, не обработанных, и некоторые роптали. Но обычно ропщут те, кто мало понимает все остальное, собственно, зачем собрались. Но я хочу адресовать свое видео все-таки большему числу людей, и даже те, которые совершенно не разбираются в электронике, пускай они, по крайней мере, порадуются, глядя на это, симпатичные корпуса, которые наверняка нашли бы себе применение в каком-либо из домашних интерьеров. Динамичек здесь. Вы видите, что я бы хотел сказать. Самое главное, моя мысль недалекая, которую сейчас я хочу изложить, и хотелось бы, чтобы вы ее поняли и желательно разделили, это о том, какие критерии обычно стоят перед автором, который собирается разработать свою акустическую систему. Неважно, какой он квалификация, даже если самый наивный и простой, все равно он должен ими руководствоваться этими принципами. Набор динамиков должен перекрываться по частотам, да, как минимум в 1 октаву в обе стороны. Если это трехполосная система, то отдельно бас с средником, отдельно среднечастотный динамик с твиттером высокочастотным. У меня двухполосная система, поэтому моя задача состояла в том, чтобы подобрать 2 излучателя. Один басовый, который обеспечит басовый регистр, второй высокочастотный, то есть пищалку, которая в качестве которой в этом сезоне выступает Монокор DT300. Кстати, спасибо компании Монокор за предоставленную возможность. Это как бы бесплатно, с наилучшими пожеланиями, было очень приятно. Ладно. Так вот, какие бывают еще критерии? Помимо электрических всяких скучных омов и частот, я бы хотел отметить одну вещь. Высшим пилотажем в случае выбора динамика, подбора динамика для построения акустической системы, я считаю субъективную любовь к этому динамику. То есть, вот вы знаете какой-то динамик, предположим, это этот, в данном случае пускай будет этот, которого звук вам нравится больше, чем других. Но смотрите, есть люди, если уже от Твиттера говорить, которые предпочитают ленточники. Я, кстати, к ним отношусь в принципе. Это ничего не говорит о том, что я старый, у меня уши давно уже ничего не слышат. Во-первых, я делаю аудирование, у меня там все в порядке, но дело даже не в этом.
Это очень индивидуально, во-первых. Параметр потери слуха с возрастом. Во-вторых, я как конструктор выступаю, я могу оперировать и данными измерений каких-то, и мнением других людей тоже. Так вот, некоторые любят твиттеры ленточные, некоторые любят твиттеры купольные, некоторые любят твиттеры с вогнутым куполом, с выпуклым куполом, еще какие-то. Некоторые любят твиттеры одного производителя. Еще более тонко, когда кто-то любит твиттеры одной модели, именно конкретного производителя. У меня был такой молодой человек, кстати, мы вместе работали с ним в Киеве. Витя, привет, если ты смотришь, вряд ли смотрит. Он любил Морель, причем 30-ю модель. Вот у Морели уже была 33-я, там еще какие-то модели, более навороченные, интересные и технически интересные. То есть я вот читаю про нее, хочу, то есть она реально лучше. Нет, вот он пробовал все. Вот ему нравится 30-й, больше ничего не надо. Это очень похоже на поведение однолюба, который, например, женился, ему больше ничего не надо. Ну, я, кстати, тоже, я всю жизнь женат на одной женщине. Ну, правда, живу с другими, но это уже другой вопрос. Это была шутка частично там. Шутка частично. Витя любил 30-ю Морель. Достойный выбор, кстати, все нормально. Я лично ее не отличал от других купольников, потому что я любил, ну, Фонтек, вы знаете, возможно, я был представителем когда-то в СНГ этой компании, потом только в Украине, неважно. Короче, это была осмысленная любовь. И желание, если бы у Вити в то время созрело желание создать свою акустическую систему, то не нужно гадать, на какой модели он бы остановил свой выбор в Twitter. Бас, он бы по вторичному признаку какому-то. Для меня, например, бас это конкретно надо, чтобы не было резины в подвесах и не было был текстиль. Это мне, допустим. А ему все равно, ну, в смысле, у него были какие-то критерии, но по остаточному принципу. Вот Морель, причем он любил ее как-то резать там с определенного там предела, понятно, но еще определенным скатом, то есть, ну, тонко к этому подойти. И вот к таким людям я сейчас апеллирую, обращаюсь даже скорее. Имеет смысл делать колонки, если это вот такой вот эксклюзив, потому что вы их не найдете в магазине, например, на какие колонки серийно выпускаемые на 30-й Морели. Я лично не знаю. Может и есть какие-то, не просто ж так они выпускают. Ну, это к примеру, вы не подумайте, ничего не рекламирую вообще, к Морели тем более не имею никакого отношения. Ну, и к Монокору тоже, я вот получил от них такой вот дар, как бы, ну, типа, на обзор и все. То есть мы не связаны никакими обязательствами там и так далее. Я на примере этого динамика, на примере вот этого видео, которое я придумал, ну, подумал только сейчас, когда я собирался делать это видео, я о нем даже не вспоминал в этом плане, потому что это хороший пример. То есть вот человек любит именно это, понимаете? Другой любит какой-то коаксиал, там, не знаю, допотопный, предположим. Там на Альника кто-то любит, вот он любит. Может, он плохо понимает музыки, но он на каком-то животном уровне, возможно, прочувствовал вот это вот, что это его динамик, да, вот что это твоя женщина, ну, так, если аналогию проводить. Некоторые цвета любят, некоторые не любят этот цвет. Кстати, кто скажет, как он называется? Ну, говорят, что мужчины всего 7 цветов знают. Ну, кстати, на следующий сезон я уже купил краску. Кстати, это дорогая, зараза, краска такая. Так я уже купил на следующий сезон. И кто угадает, какого цвета. Тоже неон будет, имеется в виду яркая такая, знаете. Кич такой, это кич. Это не предмет интерьера, это не реклама чего-либо. Ну, вот. О чем бишь я? Да, так вот, очень важно подобрать, строить какую-то систему на полюбившемся компоненте, определяющем компоненте. Потому что нельзя выбирать машину по диаметру дисков, например. Это параметр вторичный. Кроме того, их можно несколько, видимо, менять на этой машине. Вот. А в акустической системе динамики излучатели являются определяющими. То есть, если я вот соберу сейчас вот это СИС, вот это вот Морель, я их могу сшить бесчисленным числом способов. Вот сколько будет конструкторов, скорее всего, они все насчитают что-то свое. Как-то по-своему приготовят это блюдо. Это как работа повара примерно похоже. Ладно, чем я отличаюсь от других конструкторов, которые могут участвовать в подобных перегонах, это по-украински, гонках?
Тем, что я могу досконально изучить работу этого динамика и более точно, возможно, сформулировать свои требования к кроссоверу, к сшивке при этом. Что я имею в виду? Я имею в виду, что я его просто отнес в фирму Клипель GmbH, которую я часто упоминаю, и просканировал работу вот этого диффузора, а он большой, напомню, он 30 миллиметров. И получилась вот такая вот история, дорогие друзья. Вот это вы видите, собственно, стенд, вибросканер Клипель. Динамик пришлось закрасить вот такой вот красочкой. И происходит таким вот образом сканирование. Сканирование идет по всей площади, что дает потом, накапливается, естественно, на компьютере. И потом получаются такие данные, которые я вам сейчас покажу. И что же мы видим на этом экране? Вот перед вами кривая АЧХ красненькая, и это акселерация. Вот вы видите иное представление. Частота определяется здесь и индицируется вот здесь. То есть сейчас 500 Гц. Сечение выглядит следующим образом. Все работает идеально. Просто идеально. И подвесы оба, правда, почему-то разные формы. Это угол надо было повернуть еще. Здесь, вы видите, все работает гармонично. Сделаем повыше. Грубо 600 Гц. Сделаем 800 Гц. Также все работает более-менее хорошо. Но, понятно, нас интересует диапазон выше. И вот начинаем подбираться к неприятным местам. В частности, вот 2 кГц. Есть ли здесь какие-то различия? Да нет, нормально. То есть вот в начале рабочего диапазона этот огромный, скажем так, купол движется очень хорошо. Вот 3 кГц. Вот 4 кГц. Вот 5 кГц. Здесь подвесики начинают уставать. 6, 7. Вот 7 кГц уже поверхность работает как крыло лебедя или там голубя какого-нибудь. 8, 9, 10 кГц. Вот как это выглядит. Вот это вот фаза, различия по фазе цвета определяют. Это Total Vibration. Если бы по фазе это все было сделано, то несколько иная картинка, но в любом случае вы видите, что творится. Вот, допустим, 14 кГц. То есть можно было бы предположить, что более жесткий купол двигался бы ровнее. А нет, потому что он был бы более тяжелым, не так ли? И это еще хуже, чем вот это. Здесь же общая площадь, напомню, большая, сравнительно с обычными куполами, твиттерами, движется, по крайней мере, как-то согласованно. И 20 кГц, скорее всего, увидим набор движений. Можно было бы добавить и убавить амплитуду. С меньшей амплитудой понятно, что и завихрений меньше, с большей больше. В принципе, этот тест мог привести к разрушению Twitter. Мы его просто не довели, и поэтому там информации уже нет, это уже от себятина от программы действует. Мы использовали достаточно высокие уровни звукового давления, но не критичное, хотя доводили до жутких искажений, безусловно, это было необходимо совершенно выяснить. Вот такие вот дела, дорогие друзья. И вот так вот выглядит сканирование этого купола. Другого купола будет сканирование примерно другим, но примерно вот подобные закономерности, как я уже показывал в видео о диффузорах, примерно вот так вот это все и выглядит. На низких частотах фильтры работают замечательно, согласованно. А на высоких частотах это их работа представляет собой, скажем так, случайный набор каких-то движений.
Как вы видели, пришлось измазать динамик белой краской. И вот я ее очищаю, благо она счищается легко разными доступными способами. Эта краска нужна для того, чтобы именно направить луч лазера, ответ луча лазера более точно. Но не буду вас этим утомлять деталями этого всего. Вы видели, как ведет себя диффузор. Очевидно, что, кстати, как и заявляли сами монокорцы, давайте-ка я вам покажу. Вот, вы видите, АЧХ этого монокора, предоставленную производителем. Это 20 кГц, она варится благополучно, ну, это вот цена деления 5 дБ, то есть вот таким вот образом, ну, довольно неравномерно. Также весьма странно выглядит кривая импеданса. И я это все измерил. Я измерил и в этой программе для того, чтобы ее любит больше народу. Просто показать, кому нужно. Здесь вот 20 кГц вот по этой белой линии проходит. И также в этой, в которой я буду конструировать кроссовер, поэтому мне удобнее в ней это все показывать. Значит, АЧХ. Вот это не сглажено, если ее сгладить там по-быстрому, то получится вот так вот. И если сравнить это с предоставленными данными, то здесь вот где-то на 14 кГц завал, и где-то здесь на 8 кГц завал, что, в общем, да, вот вы видите, где-то на 14, вот у меня почему-то на 7 получилось, но, возможно, это от угла зависит измерений, измерял я так, дома, чисто для того, чтобы убедиться вот в этом диапазоне сшивки, которую я буду делать потом. Для этого, собственно, это все и снималось. И что касается кривой импеданса, вот оба твиттера я снял, вы видите странную ее форму. Я еще никогда такое не видел. Вероятнее всего, она связана с жидкостью, которая находится там внутри, ферромагнитная жидкость, которую народ норовит слить. Одни говорят, что стало лучше, другие говорят, что ничего не изменилось. Поэтому я делать этого ничего не буду. Предположим, что вы ее сольете, но получите тот результат, который, видимо, ожидаете, я так понимаю. Я хотел сделать короткое видео, быстренько, чтобы вам показать, как оно все работает, бьется и так далее. Но я боюсь упустить какую-то мысль. Во-первых, я уже много видео пропустил какие-то мысли, так забыл, знаете, по пыхах, когда хочешь много сказать, что-то забываешь, что-то не акцентируешь, что потом оказывается предельно важным. И кроме того, я пытаюсь разными словами иногда высказать одну и ту же мысль для того, чтобы донести ее до большего числа слушателей. Потому что одному так понятно, другому так. Одному формулу написать, а другому киношку показать. Еще вот хорошо бы анимации научиться делать. Но я не умею, честно говоря, не вижу здесь предметы для анимации. Можно было, но я надеюсь, что люди собрались более-менее технически грамотные, образованные и переживут как-то без этого. Такие дела, дорогие мои. То есть вот в этой вот коробочке, которую я сделал из подручных средств для того, чтобы устанавливать, двигать вперед-назад, например, излучатели относительно друг друга, использовать ее же в других сезонах с другими басовыми звеньями. Там относительно в разных плоскостях, да, то есть можно было делать. Вроде я все рассказал. Самым главным является скан Клиппеля, сканера, потому что он иллюстрирует, что это не будет идеальным звучанием, точно, но оно будет абсолютно характерным. Большой купол, большая площадь позволяет рассчитывать на своеобразный цимус, такой, которого не имеют мелкие излучатели. Даже по аналогии с барабаном, когда большой барабан какой-нибудь, этот японский или старый советский, что на парадах лупили, воспроизводится из небольшого басовичка, как-то в это не верю. А если бы это воспроизводилось на хорошем лупуке, таком, ближе к реальному, то же самое примерно с твиттером. Основной диапазон, который мы от него все-таки принимаем, это нечто выше 3 и до 7-8 кГц, потому что выше звук уже
То есть тоника, нота основная, которая основной тон инструмента какого-то, все-таки в этом пределе находится, а обертона, они могут и трактоваться по-разному, и слышаться по-разному, такими вот старыми людьми, как я, еще старше. То есть это уже не то чтобы вкусовщина, но это другая история. А вот воспроизвести тонику интересно, точно, смачно, то есть вот вкусно. Вот это вот основная задача твиттера. И у меня есть большая надежда, что мне понравится звучание этого твиттера. А если не понравится, оно понравится кому-то из вас. Мы не все не одинаковые с вами, и требования разные. Но самое главное, я хотел бы до вас донести, что вот это подход, который я бы рекомендовал для построения какой-то акустической системы. Вот если вы не можете купить такое в магазине, почему-либо это вам нравится. Тут, кстати, тоже есть два аспекта. Первый, нужно себя воспитывать, вкус, например. И вот я был буквально в субботу на камерном концерте. Здесь, в Дрездене, что редкость, потому что они обычно очень дорогостоящие, а тут такая умеренная совсем цена была, я попал туда. Вот. Мне понравилось. Когда мне было 17 лет, я, конечно, об этом слушать не хотел, хоть учился в музыкальной школе и играл в симфоническом оркестре, собственно говоря, детском, там каком-то юношеском. Вот. В музыкальной школе, еще до 17 лет, такие, неважно, какая разница. В 17 лет уже в рок-группе играл, предположим. Так вот я любил рок-музыку, предположим. Эту я не любил. Сейчас я люблю это. Я просто вырос, перерос и добрался. Также я приводил много примеров о том, что распальцованные чуваки, которые с цепями золотыми заработали много денег, купили дорогущую аппаратуру для того, чтобы слушать музыку, через пару-тройку лет слушали уже джазовую музыку, джазовое трио, они до нее доросли. Пусть они не понимают там чего-то, хотя не все, многие из них имеют и вкус музыкальный, и слух, и все такое. Вот. То есть этот аспект к тому, что все-таки правильное. То есть к правильному нужно тяготеть. Но понимая, что это неправильно, можно что-то делать для себя. И вот об этом примерно я сейчас и говорю. Это как бросить курить, знаете. То есть куришь, тебе нравится, но ты знаешь, что это неправильно. Это плохо. У меня, кстати, есть видео о том, как я бросил курить. Там, если кому-то интересно, тоже стоит подобная проблема, можете посмотреть. Хотел короткое видео. Какое курить? Почему тут курить? Хотел показать, все брежу нафиг. Вот этот вот твиттер, который после эксперимента с сканером остался, он, кстати, ничем не отличается. Я снимал импеданс, этого не изменилось ничего. Покрасил корпуса вот так вот. И намерен вам представить вот эту двухполоску. Она, кстати, неубиваемая. Вот из тех 3 сезонов, которые предстоит мне снять, на базе 3 имеющихся басовиков, этот наиболее имеет шансов стать наиболее музыкальным полочником. Потому что в остальных есть которые невозможно побороть проблем технического и творческого плана. Непреодолимые, Jesus Christ, непреодолимые препятствия для, ближе к идеалу такого решения. За всем пока, дорогие мои. Auf Wiedersehen, до продолжения в этом сезоне.